Всем привет! Сегодня мы вас знакомим с очередной модификацией на базе ВИЗ-2349 Lada Granta. Подготавливая этот автомобиль, мы постарались использовать все его возможности. И у нас получилось 5-кубовый изотермический фургон, рефрижераторное оборудование, а также газобаллонное оборудование на двигателе. Базовое шасси выполнено на модели ВАЗ-2190 Lada Granta, всем давно известные и хорошо себя зарекомендовавшие. Серийно на этот автомобиль устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1,6 литра, мощностью 86 лошадиных сил. В условиях постоянно растущей стоимости топлива вопрос экономии становится во главу угла, поэтому на данном автомобиле, на бензиновой версии, у нас есть возможность установить газобаллонное оборудование, чтобы снизить ваши издержки на эксплуатацию автомобиля. Газовое оборудование, которое установили мы на наш автомобиль, итальянского производства фирмы ОМВЛ. Газовый баллон традиционно мы установили вместо штатного запасного колеса. Объем нашего бака 42 литра, а его горловина вынесена под фургон, в данном случае здесь. Во время подготовки первого автомобиля с газобаллонным оборудованием мы столкнулись с такой проблемой. Нам некуда было девать запасное колесо. В процессе обдумывания решений мы нашли очень простое и эффективное решение – за пассажирское сиденье. Газобаллонное оборудование работает в автоматическом режиме. Автомобиль в любом случае заводится на бензине. После прогрева он переключается на работу на газу. В салоне у нас установлен индикатор уровня оставшегося газа. Как только газ заканчивается, система автоматически выключается и переходит на работу на бензине. Стандартная комплектация салона вам хорошо давно знакома. Регулируемая рулевая колонка, надувная подушка безопасности, электроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники, центральный замок, а также зеркала с механической регулировкой, но с электрообогревом. Так как наш заказчик очень требователен к объему фургона, для него мы установили изотермическую будку с максимальными размерами. Длина 2,22, ширина 172 сантиметра, высота 155 сантиметров. Перемножая эти три параметра, мы получаем около 5,5 кубов по наружным габаритам. Для улучшения аэродинамики автомобиля на кабину устанавливается обтекатель. Для того, чтобы установить фургон длиной 2,2 метра, нам пришлось на заводе нарастить раму. Так как наш автомобиль будет активно эксплуатироваться в черте города Москвы, для нашего заказчика мы установили дополнительную боковую дверь на правой стенке фургона. Для перевозки цветов используется изотермический фургон толщиной утеплителя 50 мм. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Сам фургон изготавливается по технологии сэндвич-панелей. В качестве наружной обшивки фургона используется лакированная сталь, в качестве внутренней обшивки фургона пищевая оцинковка. Фурнитура наших дверей – оцинкованная сталь, а задняя рамка выполнена из нержавеющей стали. В базовом исполнении фургона всегда идет рифленый алюминий. Для перевозки цветов необходим температурный режим +2, +8 круглый год. Поэтому мы установили сюда универсальное холодильное оборудование, которое работает как на охлаждение летом, так и на обогрев зимой.
Но если ваш температурный режим отличается, например, минус 20, то мы сюда можем установить фургон большей толщины стенок и холодильное оборудование большей производительности. Внутренние размеры нашего фургона таковы: длина 210 см, ширина 160 см и высота 145 см. Это получается в районе 4,9 куба. По геометрии здесь возможно расположить 3 европалета. Это очевидное преимущество для машин такого класса. А учитывая, что полная масса этого автомобиля менее 2,5 тонн по ПТС, новые ограничения грузовой каркас для этого автомобиля не страшны. Если в вашем корпоративном парке холодильное оборудование определенной марки, например, Zanotti, Carrier, Thermo King, по вашему желанию, конечно же, можем вам поставить этот холодильный агрегат. В нашем случае мы поставили холодильный агрегат корейской фирмы Hwasung Thermo. По вашему желанию мы вам можем установить холодильное оборудование с функцией привода от сети 220 или 380 вольт, что позволит вашей холодильной установке работать, когда выключен двигатель автомобиля. Во время монтажа холодильного оборудования очень важно правильно выбрать место для его органа управления, для пульта. Поэтому в процессе выбора места мне пришлось лично поучаствовать и с механиками произвести установку пульта конкретно здесь. Отечественный производитель, абсолютно доступная цена, 3 палета вместимости, до 700 кг грузоподъемности. Этот автомобиль получился у нас в стоимости где-то 750 тысяч рублей. По полной массе он не требует въезда в новые ограничения грузовой каркас. Если этот автомобиль по этим параметрам вам подходит, то рекомендую обратить на него внимание.